Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Смогла ли она вас забыть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. И сразу у нас падает разрушение семьи, то есть вы находитесь в состоянии, либо же это развод, разрыв, да, у кого-то это было недавно, у кого-то уже более поздний срок прошел. Но как бы, знаете, как бы вам тяжело не было переживать этот разрыв, тем не менее у вас все равно, знаете, вот остается настрой на позитив, у вас остается еще какая-то вот вера в будущее, вера в то, что вы все-таки встретите новую женщину, новую любовь. Да, вам бы очень хотелось, по крайней мере, встретить новую любовь. Но пока вот опять по Луне, да, вот у нас страх проигрывается. Страх именно перед новой любовью, страх перед новыми отношениями. Несмотря на то, что вы и хотите, да, вот внутренне вы мечтаете об этом, вы думаете об этом. Точно так еще, знаете, вот проигрывается, что в вашей жизни присутствовала каким-то образом магия. Это может идти от бывшей вашей, давайте уточним. Да, здесь, скорее всего, проигрывается то, что ваша бывшая зазноба, она каким-то образом пыталась влиять на вас магически. Отголоски могут остаться, это может быть плохое самочувствие, это могут быть скачки настроения, это могут быть какие-то, вот знаете, как приступы агрессии, это может быть чрезмерная вспыльчивость, то есть это у каждого абсолютно может быть разная реакция, но тем не менее может быть такой вариант, что вы находитесь именно под магическим воздействием, именно потому вам и плохо. Причем вот женщины, которые у вас были по жизни, ну, как-то вот в основном манипуляторши вам попадаются. Женщины, которые ради каких-то своих выгод, ради какого-то вот своего блага, да, ну, чтобы быть в плюсе, так скажем, в тех или иных моментах, вот они пытаются вами манипулировать. Причем манипулируют настолько тонко, настолько умело, что вы не всегда даже догадывались, что это есть манипуляция. По той простой причине, что вы, в принципе, особо не заморачивались, не присматривались, не прислушивались, да, вот вы как-то вот не анализировали, манипулируют вами или нет. Вы просто любили, вы просто слепо любили, потому вот эти все вот ее какие-то изощренные манипуляции особо, ну и не замечали. После того, как вы разошлись, да, вы остались вот человеком, который, знаете, вот который растерян в каком-то смысле. В том смысле, что потерян смысл жизни, в том смысле, что, опять же, да, вот из расклада в расклад у нас просто переходит вот эта вот Луна, вот эти страхи, вот эти комплексы, которые есть у вас. Опять же, это у каждого может проигрываться по-разному, потому что и страхи, и комплексы очень такие, это вещи довольно разнообразные, у каждого это свои страхи. Но прежде всего, как я уже сказала, это страхи отношений, новых отношений. Это связано с тем, что кто-то боится быть обманутым, кто-то боится снова предательства, да, вот кто-то боится, что будут любить только за деньги, да, ну то есть здесь очень много моментов может быть разных, но тем не менее вот из-за этого вот как-то вы не спешите, вот не спешите вы впускать кого-то, вот новую женщину, я имею в виду, в душу и в сердце. Вы еще человек, который, знаете, вы сам обладаете и хорошей интуицией, вы обладаете даже некими магическими способностями, просто вы их не развиваете. Возможно, вы даже знаете об этих способностях, но вы как-то, ну, особо не желаете их развивать. Есть даже, возможно, некоторый страх перед эзотерикой, да, вот перед всеми науками этими. Хотя, в принципе, вы интересуетесь, да, вот, и, возможно, даже Таро вы в каком-то смысле изучали, да, хоть немножечко вы, может быть, владеете этим.
Вы, возможно, изучали психологию, либо сейчас вот изучаете, да, вот психология отношений вам интересна. Ну, то есть вот такие моменты. Но чтобы вот именно плотно заняться развитием своих каких-то вот таких эзотерических способностей, вот вы не готовы, вот что-то вас пугает, да, вот нет особого желания двигаться в этом направлении. Итак, что еще мне покажут? Вы человек движения. У вас довольно много энергии, такой вот жизненной именно энергии, да, вот вы такой живчик. И это не зависит абсолютно от вашего возраста. Вы постоянно должны быть в движении. Как говорят, движение – это жизнь. Вы постоянно что-то делаете, вы постоянно куда-то мчитесь, да, вот, ну, то есть, ну, так, работа кипит у вас в руках. Лентяем вас точно нельзя назвать. У вас есть также, ну, пара-тройка друзей-приятелей, с которыми вы можете в каком-то смысле, да, вот оттянуться, расслабиться, да, с которыми вы можете поделиться какими-то вещами. Но я не могу сказать, что вы вот делитесь даже с самыми близкими людьми какими-то вот сокровенными вещами, о чем-то таком вот, ну, прям наболевшем. Вы человек, который скорее будет это все в себе переносить, переживать, да, вот вы сами будете принимать решения, вы будете мучаться, обдумывать, но это будет исключительно ваше решение, исключительно ваш выбор. Также я вам скажу, что вы довольно опять выпадает у нас, что вы довольно неплохой такой кулинар, вот, да, вот повар. Можете фору дать, в принципе, многим женщинам. На кухне, ну, я думаю, очень многие блюда у вас очень хорошо получаются, причем даже не исключено, что у вас были такие моменты вот в жизни, когда вы какими-то своими вот, ну, я не знаю, с блюдами, да, вот то, что у вас так классно, суперски получается, вы угощали женщин, и женщины были в таком приятном шоке, что вот вы, казалось бы, да, мужчина, но вы так шикарно готовите. Может даже проигрываться, что в вашей прежней жизни, вот когда вы жили с женщиной, ну, либо же если кто-то сейчас еще живет в таких вот токсичных отношениях, то и сейчас, возможно же, ну, либо тогда вы, ну, большую часть времени ну, проводили, ну, так скажем, да, вот за какими-то вот бытовыми делами, за хозяйством, да, за приготовлением пищи. То есть вы на себя взваливали много, ну, так сказать, женских забот, да, то, что должна делать женщина, в том числе кухня. Вы также человек, который, вот у вас, да, вот у вас как-то ситуации по жизни могут повторяться. Это повторение, вот знаете, вот вы как будто по кругу бегаете, вот это могут быть ситуации с женщинами, это могут быть какие угодно вообще ситуации, да, вот то хорошо, то плохо, да, и постоянно вот вы приходите к одному знаменателю. Постоянно вот, знаете, может проигрываться даже такой момент, что вот у вас разные женщины, может быть, разные браки, но тем не менее вот либо же это женщины одинакового типажа, одинаково себя ведут и одинаковый результат. То есть это развод может быть, да? То есть как будто вот по накатанному сценарию одно и то же, через время одно и то же, да. Из-за этого у вас уже могут даже какие-то такие страхи перед этим появиться, что ну как, да, вот вроде бы разные женщины, либо же разные ситуации, но тем не менее результат один, повторение одно, ну как будто мистика какая-то. Так, давайте смотреть, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад. Так. Женщина, которую вы когда-то любили, ну, она любила деньги. Понимаете, как получается? Вы любите ее, она любит деньги. Причем она вами настолько манипулировала, вот именно ради вот этих своих корыстных интересов, что вы даже не замечали, что женщина настолько продуманная, настолько хорошая актриса, что вы настолько, вот знаете, растворились в своей любви к ней. Вы настолько растворились вообще в ваших отношениях. Здесь больше отдача была этой женщине.
Она моложе вас, она за собой ухаживает, она умеет за собой ухаживать, да, она довольно неплохо выглядит. Но, тем не менее, вот как человек, знаете, ну, довольно неискренний, эгоистичный человек. Сейчас она находится, ну, в некоем таком ступоре, потому что у нее проигрываются и финансовые проблемы, у нее проигрываются проблемы с мужчинами, потому что ну, я не вижу абсолютно рядом другого мужчины, с которым бы у нее были серьезные отношения. Одно дело, когда вот есть какие-то, знаете, вот мальчики для развлечений, это одно. Ну вот серьезных таких вот отношений абсолютно нет. Абсолютно, знаете, человек, который вот постоянно находится в поиске, она постоянно чего-то ждет, она постоянно ищет все, где лучше и лучше, да, это касается абсолютно разных сфер. Она ищет, где ей выгодней, да, с кем выгодней дружить. Она ищет мужчин, с которыми ей будет выгоднее общаться, потому что больше денег, больше подарков, больше каких-то вот плюсиков будет она получать, да, вот плюшек больше она получит. Но, тем не менее, знаете, вот она, я не могу сказать, что вот она такой же осталась вот на все 100%. Жизнь ее сейчас потрепала немножко, и вот эти вот все проблемы, которые на нее, ну, навалились, да, они немножко ее так посадили, вот немного жизнь ее нагнула, так сказать. Она-то пытается, конечно, выглядеть, она пытается, ну так, проявлять периодически свой характер. Ну, во-первых, это не всегда получается, потому что вот даже, ну, я смотрю, даже в ее окружении, это могут быть друзья, приятели, либо же даже родственники, которым она пытается показывать зубки, они ее, ну так, нагибают, да, они отпор дают, они увидели, чем она дышит, что она за человек, и даже, знаете, вот ее окружение в каком-то смысле в ней даже разочаровалось. То есть такой человек двуликий, человек, который абсолютно продуманный, человек, который, ну, везде ищет выгоду, и кроме себя она никого не любит. И я очень сомневаюсь вообще, что она в этой жизни способна кого-либо любить, кроме себя. Давайте-ка смотреть теперь вот на сегодняшний день, да, вот как она к вам относится, да, будем смотреть, смогла ли она вас все-таки забыть. Как же она к вам относится? Ну, смотрите, здесь снова выпадает, что вот она либо же сама занимается, либо находит куда-то каким-то вот, ну, не знаю, людям, которые занимаются магией, это ведьмы разные могут быть, эзотерики, кто угодно. Либо же вот сама, ну, сама она особо не умеет, это так, знаете, вот поиграться в магию, но она еще больше обраточки получит. Вот ей бы в каком-то смысле хотелось бы вернуть все вспять, да, вернуть вот ваши отношения. Ей очень не хватает мужского тепла, мужской ласки, и поэтому вот она загрустила. И вот она задумала такую штуку, как приворот, да, вот по этому типу, вот, чтобы вернуть вас, привязать вас, да. Вот у нее, если она будет сама это делать, однозначно это не получится. Да, в принципе, даже если она какой-то ведьме пойдет, да, то я не вижу, чтобы у нее это получилось, потому что довольно много ведьм развелось сейчас, но это чисто, знаете, по выкачиванию денег. Поэтому я и вам говорю, вот если вы к кому-то обращаетесь по каким-то вот серьезным вопросам, да, то здесь должен быть человек, ну, знающий, проверенный, может быть, кого вам посоветовали, потому что, ну, реально, вот бывают такие случаи, когда, ну, даже мне вот звонят, да, некоторые люди, я не буду в подробностях рассказывать, но, ну, такие вещи рассказывают, ну, так на деньги их разводят другие люди, что они просто в шоке. Поэтому, смотрите, могут быть такие вот поползновения с ее стороны, именно чтобы вас привернуть, да, вот назад, привороты. Для чего это и надо? Ну, деньги, понятно, деньги, красивая жизнь, это даже не обсуждается. Вот, да, чисто ради той жизни, которую вы ей давали. Потому что сейчас она этой жизни не имеет, сейчас у нее, ну, я бы сказала, что она то ли в долги влезла, у нее вот какая-то нехватка.
Может быть, что она потратила, ну, даже растранжирила скорее деньги на какие-то вот, на такие вот чепуховые какие-то свои делишки. Причем она, знаете, может проигрываться, что она вообще по жизни транжира. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот все-таки я склоняюсь к тому, что она может деньги тратить вообще, ну, на какую-то чепуху, да, вот захотелось ей там какие-то, не знаю, там, ну, сережки, бижутерию даже, допустим, да, возьмем. Сережки, колечки, ну, чепуху. Может, у нее уже их 100 штук лежит, но еще одно 101 надо. В таком духе. То есть у нее могут проигрываться и проблемы вот именно из-за долгов. У нее вообще такое транжирство, ну вообще оно в крови, в характере. Вот она не умеет рационально пользоваться деньгами. Она не будет откладывать деньги, там, я не знаю, на всякий случай назовем, да? Вот она хочет сегодня вот колечко, да? Она хочет сегодня платьишко какое-то или еще что-то. Она должна купить. Вот она увидела, она должна купить. Даже, я думаю, когда вы были вместе, ну, либо же сейчас, если кто вместе живет, да, вы просто под себя это все переворачиваете. Она даже и с вас, вот она не слезет просто, пока не добьется, что вы ей что-то купите. Вот она хочет здесь и сейчас, вот купи и все. Вот, ну, как малый ребенок просто. Это женщина, которая, знаете, вот я не могу сказать, что она прям пылает и горит любовью к вам. Я уже это сказала и в начале расклада, в принципе, что человек, ну, априори она не способна любить никого. Вот да, в каких-то партнерских отношениях она может быть. Она и сейчас, я вам скажу, она в каком-то смысле вот вас рассматривает как партнера. Ну, даже смешно, честное слово. Но она рассматривает вас как партнера по какой-то вот, знаете, вот хочется сказать, по взаимовыгодной сделке. Только вот вам какая выгода, да, от нее, я не знаю, конечно. А вы вот были бы довольно выгодный партнер, от вас можно было бы получить и деньги, да, и подарки, и там поездки какие-то, да, вы плюс еще ее любили, кружили, ну, то есть вы ей больше давали, чем она того стоит. Вот по большому счету вы ее оценили больше, выше цену ей дали, чем она того стоит. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть вот такого типажа женщины, никого не хочу сейчас обидеть, ну просто вот объясняю. Такого типажа женщины, ну, как правило, они не стоят ломаного гроша. Они обычно охотницы за богатыми мужчинами, но такие мужчины, обычно они ними пользуются. Просто пользуются по той простой причине, потому что видят, что это дешевки. Ну, грубо говоря, это дешевые женщины, которые хотят из Золушки стать королевой, а на самом деле собой ничего абсолютно не представляют. Вот в таком плане. Поэтому человек, знаете, вот она сама с собой, вот она пока мысленно, она хочет как будто какую-то сделку, вот, знаете, вот сделать сделку какую-то, заключить сделку. Но эта сделка будет касаться вот именно каких-то вот денежно-торговых таких вот моментов. Эта сделка будет продумана, просчитана, чтобы с вами ее заключить, конечно же. Но пока она это продумывает так в голове, сама с собой. Ей хочется побольше выгоды, ей хочется, почему она вот магию даже подключает, потому что нужно как-то вас вот приманить, привернуть, приворожить, да, вот как угодно назовите, но именно это будет касаться вот сделки, это будет тот момент, когда человек, ну, 100% расчет на деньги, на блага, 100%. Это я сейчас очень так, очень сильно даже делаю акцент и обращаюсь к тем, кто хочет вернуть свою женщину. Вам хочется семьи, вам хочется любви, вам хочется те, кто вот хотят вернуть, это я сейчас о вас говорю, вам хочется, чтобы вот снова было все в шоколаде, да, вот женщина, которая вас встречает дома, дом полная чаша, любовь, морковь. Но этого не будет. Вот будет пустота. Будет пустота, этого вы ничего не получите, если вы ее вернете. Да, деньги вы будете давать, как и раньше, она будет вас доить. Она, я не могу сказать, что она, вот знаете, поняла какие-то свои ошибки и хочет вас вернуть. Нет, вот абсолютно. Вот еще раз повторяю. Человек не то, чтобы не может вас забыть.
Она вот не может забыть то ваши отношения, вот те красивые поступки. У кого-то это были какие-то, может быть, красивые, шикарные подарки, у кого-то это были поездки, да. Вот именно вот эти моменты она не может забыть. Вот именно этого ей не хватает. Именно это она хочет привлечь в свою жизнь, но уже с помощью магии, да. То есть вот эти все привороты, вот эти все магические дела, которые она пытается сотворить, и с помощью которых она хочет вас вернуть назад, это исключительно в корыстных интересах. Поэтому смотрите, конечно, каждый будет решать сам. Я не могу никому ничего указывать и заставлять. Я просто вот вас предупредила, что если вы думаете, что бывшая там каким-то образом раскаялась, покаялась, там, да, вот поняла свою ошибку, нет, ни в коем случае. Она всегда права. Это человек эгоистичный, человек исключительно ориентированный на все выгоды, на блага и так далее. Поэтому будьте внимательны, держите ухо востро, да, чтобы не попасться на ее удочку. Потому что если попадетесь на ее удочку, будет грусть, печаль, тоска. Вот смотрите, сначала, вот если вы вернетесь, да, она поиграет с вами в любовь. Она сделает какой-то вид, да, что вроде бы все хорошо, все наладилось, да. Но потом она очередную боль вам нанесет. Она сделает такой, знаете, вот, ну, как контрольный выстрел, что ли, да, в голову, как говорят. Это будет неожиданно, это будет очень больно, это будет, ну, такой вот, ну, реально двойной удар. Вот знаете, вот как на этой карте, вот змея такая подколодная, вот она, ну, какую-то такую гадость сотворит, что, ну, это реально, это будет трэш. Поэтому не ведитесь на ее сладкие речи, не ведитесь на то, что человек, знаете, может ради своей выгоды, вот она может петь вам там разные сказки рассказывать. Все ради выгоды, все ради денег. И вы снова остаетесь один, вот остаетесь, причем еще, может быть, даже с долгами, потому что обберет как липку, придумает, ну, такие сказки. Обберет, ну, до последнего, я не знаю, до последнего гроша просто. Поэтому смотрите сами, конечно, но дамочка, которую нужно держаться подальше. Нужно держаться подальше. Это будет, знаете, вот ее, если вы сойдетесь, это будет ее очередной спектакль. Просто очередной спектакль, который очень быстро закончится, как только она получит доступ к вашим деньгам, как только она получит, ну, то, что она задумала, да. Кто-то хочет, может быть, за границу поехать. Кто-то хочет, может быть, машину, квартиру получить в подарок. Ну, то есть, смотря какие у вас доходы, это понятное дело. Но, тем не менее, держите ухо востро. Еще раз говорю, она вас не забыла, но только в единственном случае, что вы были как, ну, такой хотячий кошелек. В таком плане, да, она вас не забыла. Не в плане любви, не в плане того, что она там хочет быть с вами, реально хочет склеить разбитую чашку. Нет, ни в коем случае. Это не та история абсолютно, поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. И навстречу к новому, я всегда об этом говорю, навстречу к новым отношениям, к новой женщине. А прошлое это всего лишь прошлое, это очередная ваша прочитанная страница, это ваша история. И эту страницу уже пора перевернуть и стремиться в новое, потому что новое – это совершенно другая жизнь, это новые ощущения, это новая женщина, это все новое. Пусть оно вас не пугает, да, довольно часто, как у вас, в принципе, и в раскладе вот проигрывается, что часто мужчины боятся по какой-то причине, да, что снова повторится та же ситуация, боятся обмана, боятся предательства. Но на самом деле всегда нужно помнить, что все женщины разные. И не может быть абсолютного повторения прежнего сценария. Тем более, что вы научены горьким опытом, вы уже сделали какую-то работу над ошибками, вы вынесли какие-то свои выводы сделали, да, из того, что было. Я думаю, уже в новых отношениях вы не будете делать тех ошибок, которые делали раньше. Поэтому не нужно бояться, не нужно пугаться новых отношений, потому что по статистике довольно много случаев есть, когда люди вот вступают в новые отношения,
либо же женятся, да, вот второй, там кто-то третий раз. И эти браки становятся намного крепче, намного лучше, чем были прежние. Здесь реально играет очень большую роль ваш опыт, вот именно опыт в отношениях. Потому что вот почему очень часто разводятся первые браки, да, вот кто первый раз вступил в брак, потому что оба молодые, оба неопытные, оба, ну такие, знаете, вот как неоперившиеся птенчики, которые не знают, как взаимодействовать, как лучше поступить, где смолчать, где закрыть глаза, да. Вот реально я всех призываю, изучайте психологию отношений, психологию мужчин и женщин. Можете хотя бы видео посмотреть, да, довольно много видео у нас в просторах интернета. Поэтому чем больше вы будете изучать психологию отношений, тем больше вы будете понимать, насколько мы разные, мужчины и женщины. Мы настолько разные, даже в мелочах. И восприятие, как мы думаем, как мы мыслим, как мы воспринимаем. Ну, все абсолютно разное. Потому у нас и несостыковки. Если женщины, допустим, любят говорить намеками, то мужчины не понимают намеков, им нужна четкая инструкция, инструкция к действию, так сказать. А женщины постоянно думают, а почему он не догадался, да, вот я ему намекнула, он не догадался, да откуда же он знает, да, он же твои мысли не читает, что ты хочешь. И очень много таких вот даже по мелочах, очень много разногласий из-за чепухи, вот реально из-за чепухи. Но эта чепуха, эти мелочи, они как снежный ком, вот они накатываются до такой степени, да, и потом начинается куча претензий, куча недовольств. Оказалось бы, все начиналось с чепухи. Просто умейте разговаривать, умейте проговаривать свои желания, умейте доносить то, что вам нравится, что не нравится, да. И тогда вы увидите, насколько проще будет и коммуницировать, и насколько проще вообще будет общаться друг с другом. Я имею в виду вот с женщинами, да. Потому что два разных пола, мы как реально как с двух разных планет. Отсюда и все проблемы, что люди не знают психологию друг друга, не знают, не понимают, вот как реагировать в каких-то ситуациях. Поэтому, если есть желание, изучайте, конечно, психологию, хотя бы какие-то вот моменты, которые вам интересны, да, можете в видео выборочно смотреть. Ну, здесь вы будете в плюсах однозначно просто. Поэтому я всем желаю, как всегда, поскорее встретить ту единственную, неповторимую, с кем вы, конечно же, забудете о своих былых страданиях, разочарованиях. И желаю встретить женщину, с которой вы будете сиять, да, вот сиять от счастья, которая будет вас мотивировать, которая вас подымет, так сказать, с дивана, да, для того, чтобы сворачивать горы для нее. Потому что когда рядом нет любимой женщины, мотивация у многих падает, как-то не очень хочется горы сворачивать, да и для кого. Поэтому блеска в глазах вам. Желаю летать на крыльях любви и счастья, просто человеческого счастья. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!